Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Тибуев Владимир, и я снова рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу поговорить про время и попытаться определить, чем же оно является на самом деле. Ранее я уже рассказывал о времени в своем интервью от 2024 года, но решил сделать отдельное видео и провести подробный анализ с примерами, схемами и пояснениями. Напомню, мой канал не развлекательный и не создан для рейтинга и лайков. Мне, собственно говоря, плевать на это. Ставьте лайки, только если открыли для себя что-то новое или решили какой-то непонятный вам вопрос. Начнем. Для начала я расскажу про имеющиеся модели времени и укажу замеченные несоответствия. После этого предложу вниманию зрителей свою интерпретацию, что есть время. Надеюсь, я буду убедителен. Представление первое. Время – это река. Все события, которые происходили в прошлом, происходят сейчас и будут происходить в будущем, протекают в одном потоке времени. Сторонники этой теории утверждают, какой бы срез времени ни взять в прошлом, настоящем или будущем, вы в любой момент ощущаете этот момент как настоящий. Все события происходят как бы одновременно, но в разных координатах временной шкалы, так как река времени протекает во всех временах. При такой модели времени возможны путешествия во времени и временные парадоксы. Можно гипотетически переместиться из будущего в прошлое, где вас подхватит река времени, и вы могли бы убить, к примеру, своего предка. Это вызовет парадокс, но Вселенная не любит парадоксов. Эта модель неверная, так как наблюдения и многочисленные опыты показали именно одномоментное перемещение объектов по координате времени, а не плавание по реке. Это перемещение поясняет следующее представление. Представление второе. Пространство Минковского. Думаю, не нужно пояснять осведомленному зрителю, что это такое, но чтобы было понятно, можно это описать так. Время и пространство завязаны друг с другом, и перемещение любого тела происходит не только в осях координат x, y и z, но и в координате t. Причем скорость перемещения по координате времени происходит со скоростью света. На многих каналах говорят, что четвертую координату времени не понять разумом, но это не так. Я научу моего зрителя мысленно воспринимать эту четвертую координату. Представьте себе видео, где танцует девушка, и каждое ее движение в виде отдельного кадра остается в прошлом. Я думаю, каждый в жизни видел что-то подобное. Ну, или вспомните сериал 90-х, Флэш, Человек-молния. Когда он бежит в своем красном костюме, за ним остается покадровый след его движений в воздухе. Ну вот так же и с нами. Что бы мы ни делали, ходили, бежали или неподвижно спали в своей постели, за нами остается такой же след в прошлом, на котором отпечатаны все наши движения и перемещения. Причем, если посмотреть внутренним взором назад в прошлое, то мы видим очень растянутый отпечаток наших движений, как бесконечная змея, начало которой начинается с нашего рождения. Каждое наше движение, состояние каждой клетки, да что там говорить, каждого атома нашего тела записано на временную киноленту в виде отпечатка. Длина этого временного отпечатка простирается в прошлое на очень большое расстояние, так как за 1 секунду длина следа увеличивается на 300 тысяч километров. Длина моего временного отпечатка, не нравится мне название «мировая линия», как ни о чем не говорящая, растянута на 47 световых лет. Так что, включив немного воображения, можно всегда представить себе, что мы, люди, предметы, планеты, звезды и галактики постоянно отбрасываем за собой в прошлое невидимый нашему глазу, но видимый разуму, отпечаток своих движений во времени. На базе этой геометрии Минковского Эйнштейн разработал свою знаменитую специальную теорию относительности. Так как мы при своем существовании перемещаемся не только в пространстве, но и ежесекундно оставляем след своих движений и перемещений в пространственно-временном отпечатке, который, как мы помним, увеличивается со скоростью света, то тут-то и возникают все эти поправки на скорость света под корнем в его формулах. Но не буду углубляться в эти дебри и все разжевывать подробно. Есть много познавательных лекций физиков, которые эту теорию полностью раскрывают в своих видео. Теория предполагает геометрически обоснованные поправки при приближении скорости перемещения тела к скорости света, на длину тела, на скорость течения его времени,
а возможно и массы, но вроде бы отменили это утверждение про массу и правильно сделали, так как оно неверно. В общем, эта теория наиболее полно отражает, как ведут себя объекты во времени, так как она многократно подтверждалась опытами и наблюдениями. Можно только удивляться прозорливости физиков-математиков прошлого столетия, которые так точно попали в яблочко. И вот теперь мы переходим к главному. Теория, лично я бы это даже назвал закон Эйнштейна, не объясняет, что же такое время. Теория лишь объясняет относительное время объекта в зависимости от условий. Например, его личное время замедляется, если объект достигает около световых скоростей или попадает в мощное гравитационное поле, искривленное сжатое пространство. Но чем именно является время, этот закон не объясняет. Кстати, представленная интерпретация времени Эйнштейном не входит в противоречие с так называемой рекой времени и также предполагает временные парадоксы, перемещения во времени и прочие захватывающие дух перспективы, вроде параллельных вселенных. К сожалению, это не так, и далее я поясню почему. Перехожу теперь к моей теории времени. Моя теория является продолжением теории Минковского-Эйнштейна, но устраняет некоторые противоречия. Первые противоречия я сразу заметил при изучении черных дыр и теорий с ними связанными. Самое главное противоречие, которое я заметил, это эксперимент так называемого падения астронавта в черную дыру. Поясню этот мысленный эксперимент. Не буду рисовать мультик, так как у меня уже есть отдельное видео с разбором данного фейка. Все официальные источники утверждают, что если мы сбросим астронавта в черную дыру, то по мере приближения к горизонту событий личное время для космонавта начнет замедляться, и сторонний наблюдатель увидит, что при приближении к горизонту событий движения астронавта все более замедляются, и при достижении горизонта событий время для него полностью остановится, и он как бы залипнет на горизонте событий черной дыры. Это категорически неверно, этого произойти никак не может. Данное недоразумение и нестыковка возникает из-за непонятой в полном объеме общей теории относительности Эйнштейна, где утверждается, что для тела, попавшего в поле гравитации, в искривленное и сжатое пространство, начинает время замедляться, а иногда еще и останавливаться его персональное время. Это все правильно, но неправильно, так как останавливается не время. Реально проведенные эксперименты говорят об ином развитии событий. Дело в том, что замедление или остановка персонального времени для любого объекта никак не влияет на перемещение этого объекта в пространстве. Опыты, проведенные в Большом адронном коллайдере, однозначно показывают, что материальные частицы, протоны, разогнанные практически до скорости света, не хватает 3 метров в секунду для достижения этого значения, просто обязаны остановить свое время, как у того космонавта на горизонте событий черной дыры. И типа как залипнуть в пространстве. Но этого не происходит. Протоны с почти остановившимся временем бодро и весело крутятся по кольцу Большого адронного коллайдера и вовсе не собираются залипать. Замедляется только их изменение персонального состояния. Кроме того, возвращаясь к черным дырам, по всем законам, формулам и теориям, ниже горизонта событий, время также обязано остановиться и стать нулевым. Центр черной дыры по всем соображениям должен остановиться во времени, так как находится точно в центре этого горизонта событий. Но он, собственно, и причина этого горизонта. Вспоминая элементарные школьные формулы пути или изменения угла поворота тела при вращении, ясно, что для перемещения любого объекта в пространстве требуется время. А если время этого объекта остановилось, стало нулевым, то и перемещение невозможно. Такой объект должен остановить свое перемещение в галактике, где он находился, оторваться от нее и залипнуть в неподвижной системе координат нашей Вселенной и прекратить все свои процессы. Наблюдения показывают совсем другую картину. Черные дыры, несмотря на остановившееся время, продолжают взаимодействовать со Вселенной, перемещаться в пространстве вместе с галактикой, взаимодействовать с соседними звездами, вращаться, поглощать материю из окружающего пространства, изменять свое внутреннее состояние, то есть увеличиваться в размерах, и так далее.
То есть производить все те действия, которые никак не может совершить тело с остановившимся временем. Но то, что время должно остановиться для этого тела, по теории Эйнштейна, нет никаких сомнений. Все многократно проведенные эксперименты однозначно говорят об этом, ошибки быть не может. И возникает главный вопрос, как тело с остановившимся временем может делать все это? Чтобы понять все это, нужно задать себе вопрос, о каком именно времени идет речь? То ли это время, о котором упоминал Эйнштейн, или некое другое время, которое реально правит нашим миром, и как их отличить друг от друга? Для ответа на этот вопрос временно вообразим себе следующую картину. Представим себе неподвижное, неподвижное четырехмерное пространство Минковского, где любое движение звезд, планет, их спутников и других объектов Вселенной отбросили свой временной след не только в прошлое, но и этот след определен и в будущем, как некая аппроксимация их состояния. Этот временной след в будущее просчитан вперед и неизменен. И если мы отдалим свой мысленный взор на масштаб Вселенной, на всю временную линию, мы увидим, что в четырехмерном застывшем пространстве прочерчены временные отпечатки всех объектов от самого зарождения Вселенной до ее конца. Эти линии подробно отражают все положения, всю историю состояний, все взаимодействия всех объектов от начала и до конца времен. Кроме того, на этих линиях закодированы все характеристики объектов: масса, ускорение, скорость, температура, заряд и многие-многие другие параметры. Это как некая готовая карта с полями состояний всего. И вот теперь в эту конструкцию мы запускаем время, то самое время с заглавной буквы. Оно скользит со скоростью света по этим временным неподвижным отпечаткам всех тел Вселенной с самого начала нашей истории и до текущего момента. И да, на данный момент оно проходит как раз через нас, по нашим временным отпечаткам. Вот это и есть время. К теории Эйнштейна это время никакого отношения не имеет. Изначально была взята неверная система отсчета. Не мы скользим по временной координате в будущее, как в теории Эйнштейна и Минковского. Мы являемся лишь неподвижными временными следами в четырехмерном пространстве. Наоборот, время скользит по всем неподвижным временным следам всех объектов Вселенной и как бы подсвечивает, оживляет настоящий момент. Только оно является драйвером и причиной нашего перемещения по временной линии. Только оно тащит нас в будущее. Но как тогда можно объяснить замедление или остановку времени для различных объектов при такой трактовке времени? Давайте снова представим в своем воображении временные следы того же астронавта, падающего в черную дыру. Они в четырехмерном пространстве выглядят как два следа, которые приближаются друг к другу, и в определенный момент временной след астронавта поглощается временным следом черной дыры. На разных участках этого падения личное время астронавта различно. Вдали от горизонта событий оно равно единице, то есть время для него движется нормально. По мере приближения к горизонту событий оно замедляется и на горизонте событий принимает значение 0, то есть останавливается. Для времени, заглавной буквы, которое проходит по этим следам, абсолютно безразлично, какое состояние в данный момент у этих тел, как они взаимодействуют друг с другом и какие у них личные времена. Время стоит свыше четырехмерного пространства. Его задача без остановки и замедления одновременно скользить по временным следам всех объектов Вселенной и подсвечивать происходящий текущий момент, то есть настоящее. А вот насколько в данный момент тело воспринимает воздействие времени, отражается его персональным вектором времени, так я его называю. Почему именно вектор, я поясню позднее. Что же это такое? Это как раз и есть тот самый вектор личного времени тела, который вычисляет теория относительности Эйнштейна по своим замысловатым формулам. Этот вектор меняет свое значение на временном следе тела в зависимости от условий, которым это тело подвержено, будь то скорость или гравитационное искривление пространства. Для проходящего по временным следам времени, которое заглавной буквы,
Этот показатель является обычной характеристикой тела, такой же как масса, температура, плотность и прочие характеристики. Для времени это всего лишь некий маркер, мера того, насколько быстро должны происходить процессы в данном конкретном теле. И все. Кроме того, скорость протекания процессов в конкретном теле, то есть даже если персональный вектор времени тела станет равным нулю, но никак не влияет на перемещение тела в пространстве и во времени. Надеюсь, я доступным языком пояснил различие между персональным вектором времени тела, то есть мера состояния тела, и самим временем, то есть процессом. Поэтому для стороннего наблюдателя за астронавтом, падающим в черную дыру, будет видно только его ускоряющееся падение на этот объект. И неважно, как воспринимает время в данный момент падающий неудачник. Да, на участке падения ближе к горизонту событий черной дыры его персональный вектор времени начнет резко уменьшаться, вплоть до нуля. Но на его падение это никак не отразится, и он никогда не залипнет на горизонте событий, как и не залипают протоны в баке, и даже не притормозит, а так и будет с ускорением падать до самого центра, так называемой сингулярности, которая, кстати, не является таковой. Я пояснил в одном из своих видео, почему нет сингулярности. Для самого космонавта ощущение времени, естественно, будет изменяться, так как его персональный вектор времени начинает укорачиваться. По мере усиления гравитационного поля картинка происходящего снаружи для него начнет все более и более ускоряться по мере приближения к черной дыре. Никаких пролетевших миллиардов лет снаружи, естественно, не будет. Это фейк от тех самых официальных источников. Как только его зацепила гравитацией черная дыра и потянула к себе, он сам не заметит, как быстро пройдет этот момент сближения и как чудовищная гравитация своим градиентом разорвет его тело на атомы, а затем ближе к черной дыре, к центру черной дыры, и атомы разорвет на элементарные частицы материи, то есть на фотоны. Об этом увлекательном процессе вы можете посмотреть в моем ролике о строении черной дыры. Продолжу исследование времени. Происхождение, принцип действия и законы, по которым оно живет, не ясны, как и происхождение самого четырехмерного пространства с застывшими временными следами всех объектов Вселенной. Никакого отношения к формулам Эйнштейна это время не имеет, но определенно ясны его свойства. Его перемещение по временным следам ничем нельзя остановить, растянуть или замедлить. Ни одно физическое тело или энергия не может оторваться от времени ни при каких условиях. Оно присутствует во всех телах Вселенной, даже в излучении. Но я думаю, теперь понятно, почему ничего не бывает быстрее скорости света. Потому что если оно будет быстрее скорости света, оно просто будет отрываться от времени. Но это элементарно. При такой концепции времени путешествие во времени не предусмотрено. Даже если вы умудритесь построить машину времени и отправить себя в прошлое, то есть попытаетесь начать свой временной отпечаток с какого-то места в прошлом, то ваш временной отпечаток не продолжится с того момента в будущее и тут же оборвется, так как время уже прошло один раз по временным следам всех тел на том участке и возвращаться ради вас явно не собирается. На путешествие в прошлое имеется абсолютный запрет. Но если очень-очень нужно отправиться в прошлое, вам нужно как-то договориться с главным управляющим всего и вернуть время обратно вспять по всем временным линиям в масштабе Вселенной. А это очень труднозатратный процесс, да и к тому же бесполезный, так как кроме вас в прошлое вернутся все, и никто не будет помнить о таком возврате. Прекрасный механизм отсутствия временных парадоксов. Их просто не может быть. И добавлю к этому немного фантастики. Ребята, фантастики. Если предположить, что все мы находимся в неком эксперименте, то данный механизм позволяет экспериментаторам проводить различные сценарии и в случае их неудачи возвращать эксперимент обратно. Я бы лично так и сделал. Возможно, наша планета уже много раз погибала от различных катастроф, но экспериментаторы, оценив результаты, возвращали время в некое исходное состояние, устраняли угрозу и переигрывали эксперимент. Особенно интересны и подозрительны мне кажутся случаи, когда по всем законам и правилам должна была
быть развязана ядерная война. Но в последний момент что-то останавливало оператора ядерного объекта нажать большую красную кнопку, нарушая все уставы. Причем как со стороны СССР, так и со стороны США. Некоторые назовут это чудом, но я так не думаю. Вполне возможно, несколько раз были проиграны сценарии, когда этих операторов ничего не останавливало. Повторюсь, я фантазирую, не надо на меня так смотреть. Это была фантазия. Ладно, вернемся к нашим путешествиям во времени. На путешествие во времени в будущее запрета, кстати, нет. Теоретически в будущее прыгнуть можно, так как наш временной след хоть и обрывается сейчас, но проявляется в будущем. Он дождется прихода времени и потянется дальше, не нарушая целостности Вселенной в плане неизменности массы. А ее временную потерю она как-нибудь переживет. Главное, чтобы вся масса сохранилась к концу цикла Вселенной. Я надеюсь, к этому моменту мой зритель уже составил для себя картину представления времени и четырехмерного пространственно-временного отпечатка всех объектов и поля их состояний. Тогда пойдем дальше. На данный момент в своем исследовании я уперся в логическую развилку, как ведет себя время во Вселенной. У меня два варианта развития событий, и выбор правильного варианта могут определить астрономические наблюдения, но и не только. Надеюсь, современная наука поможет мне в этом. Вариант первый. Время всегда идет вперед. Это оптимистический взгляд на природу времени. Лично я бы хотел именно такой вариант существования времени. При таком развитии событий во Вселенной присутствует только положительная масса и положительная энергия. Вселенная при этом была образована 14 миллиардов лет назад. При таком сценарии Вселенная циклически возникает из нулевой точки, развивается, расширяется, затем останавливает свое расширение, стягивается снова в точку и начинает цикл сначала. Время при этом скользит только вперед, перескакивая из умирающей Вселенной в новую. Никаких предопределенных, как я приводил в примере ранее, временных следов в будущее нет. Остаются только временные следы в прошлом по мере прохождения времени. Все будущие события носят расчетный, вероятностный или выбираемый характер и точно не определены. Свобода воли и выбора присутствует. Вариант второй. Время идет по замкнутому циклу. Это пессимистический вариант существования времени. Надеюсь, что это не наш сценарий. Рекомендую посмотреть мое интервью про разгадку темной материи. Там этот сценарий очень подробно описан. Интервью больше часа, но придется потерпеть. Данный процесс примерно выглядит следующим образом. В нашей Вселенной присутствует отрицательная энергия и материя, которая образует обратновременные звезды, планеты, пыль, газ, излучение и все прочее. Мы не можем их увидеть, так как ни мы, ни эти объекты не взаимодействуют с излучением друг друга. С учетом возможности существования подобных объектов, я на всякий случай ранее ввел понятие персональный вектор времени. То есть именно вектор, а не скалер, так как в случае присутствия в нашей Вселенной отрицательной массы и отрицательной энергии, ее существование может описываться только отрицательным персональным вектором времени. При движении времени по временным отпечаткам тел с отрицательной массой и энергией, их состояние реверсивно. Процессы внутри таких тел идут в обратную сторону. Например, антивременные звезды делают все наоборот. Поглощают в себя антивременные фотоны и солнечный ветер и разрывают при этом в центре звезды атомы гелия на атомы водорода с поглощением энергии. Белые дыры постоянно выбрасывают из себя антивременные фотоны, отрицательную массу пыли и газа, а иногда и антивременные звезды, а затем когда-то в будущем взорвутся отрицательным взрывом сверхновой, став массивным красным антивременным гигантом. Существование таких объектов с отрицательной массой и антигравитацией может объяснить наличие так называемой темной материи, которая, возможно, ими и является. Обнаружить такие объекты можно только по отрицательной гравитации и эффектам, которые она производит, так как мы не можем зафиксировать нашими приборами антивременное излучение. Оно не взаимодействует с нашим веществом и, соответственно, с приборами. Так вот, если предположить, что такая отрицательная энергия и масса все же существует, то Вселенная также была образована 14 миллиардов лет назад.
Вселенная проходит свою эволюцию, как и в первом случае, но при этом делит пространство с обратно-временными объектами и энергией. Время при этом не перескакивает во вновь образованную Вселенную, как в предыдущем сценарии, а бродит в замкнутом четырехмерном пространстве временных линий от границы к границе. И этот процесс происходит вечно. Поясняющие картинки и мультики данного процесса смотрите в моем интервью от лета 2024 года. Неохота их снова рисовать. Временные следы в будущее при таком сценарии однозначно определены и неизменны. Все будущие события при этом носят жестко закрепленный характер, и то, что мы подразумеваем под свободой воли и выбора, на самом деле таковыми не являются. Все события одинаково повторяются раз за разом бесконечное число раз при очередном перерождении Вселенной. Если этот сценарий подтвердится, думаю, это будет самым депрессивным днем для человечества. Тяжело это будет осознавать. Но я надеюсь, я не сильно вас расстроил, так как второй сценарий из области научной фантастики, но теоретически возможен. В завершение я хочу подытожить. В любом случае, время не является тем объектом, которое можно искривлять, замедлять или ускорять по теории Эйнштейна. Его теория характеризует лишь персональный вектор времени наблюдаемого объекта, в зависимости от условий, в которые этот объект попадает. Время – это отдельная субстанция, которая является драйвером всего происходящего, скользит со скоростью света по временным отпечаткам всех объектов Вселенной и тащит их в будущее. И по какому из этих двух описанных сценариев время бы не скользило вперед, для нас в любом случае будущее будет неопределено и загадочно. Все, закончили на разборе, что есть время. Спасибо за внимание и ваше время. Хочу еще раз обратиться к меценатам, имеющим возможность значительно поддержать меня материально. Или еще лучше, обеспечить мое перемещение в цивилизованную страну. Моя мечта США, где можно свободно заниматься наукой и технологиями на благо человечества. Я не пересказываю чужие теории за лайки, я нахожу свои. Карточку для донатов прикладываю в описании, также и мой e-mail для интересных сообщений. А теперь анонс. По наличию свободного времени я подготовлю и выложу в ближайшее время мое фундаментальное исследование. Я разработал ни много ни мало новую модель Вселенной. В видео я сделаю подробный аналитический разбор шаг за шагом, как происходило рождение Вселенной, откуда она взялась, как пришла к тому виду, в котором мы ее наблюдаем, как объяснить эффекты, наблюдаемые современными телескопами и многое-многое другое. Короче, я разрушу много фейков, а я люблю это делать. Будет очень интересно. Не пропустите это видео. Всем пока и до встречи.